Здравствуйте. Очередной конфликт в российском публичном пространстве продемонстрировал то, что российский шоу-бизнес совершенно аморален и не соответствует требованиям текущего момента. В то время, когда российские баллистические ракеты пытаются обезопасить южные границы России в попытках уничтожить украинскую государственность, и ради этого Россия несет многомиллионные потери человеческого ресурса, лидеры российского шоу-бизнеса позволили себе, мягко говоря, расслабиться. А чё, мы ж чай не в окопе с мышами. Голая жопа со стразами. Это ведь круто. Смотри, зеленый, таких стразов тебе ни в жизнь не достать. Собчак, Киркоров, Лолита, ну и т.д. и т.п. дружно, но не хором, а поодиночке, публично рассказывают о том, что да, они действительно такие, но просто не учли деталей. Ну а когда посыпались концерты, то бомонд взвыл. Хулиганы заработка лишают. За что? Мы, дескать, свои. Ну, подумаешь, вечеринка в голом виде. Ну, подумаешь, жопа голая. Чай не чужая, чай своя. Мы ить вам пели и плясали, а вы... Короче, сопли, текущие нескончаемым потоком из ноздрей народных и не совсем народных артистов России, никого не разжалобили. Москва в лице Путина слезам, как говорится, не верит. Двойственность происшедшего сносит крышу у оставшихся сторонников оккупации Украины, и уже недалек тот час, когда целые батальоны специалистов по психическим расстройствам будут констатировать депрессивное расстройство у таких еще недавно жизнерадостных народных артистов страны-оккупанта. Это было всегда и во все времена. Мир очень разный. В одной его части люди умирают с голода, в другой люди в красивых платьях получают премию «Оскар». И все это происходит в один момент. Чем же утешить этих несчастных? Неужели все так запущено? И печать неблагонадежности навсегда закрыла им путь в тот рай, который еще так недавно обещал им их обожаемый лидер. Вот эти вот звездочки, они же и зарабатывают на нас, на простом народе. То есть они эти деньги каким образом тратят? На попные бриллианты, и мы должны на это смотреть. Очень сильное разделение. Кто-то получает 15 тысяч рублей и пытается выжить за эти деньги целый месяц, а кто-то бриллианты на попе носит. Неужели злобный Херувим уже никогда не разрешит им сверкнуть на зависть серой публике голой жопой, украшенной бриллиантами? Все не так плохо, как это может показаться на первый взгляд. Первый взгляд на то, что, так сказать, не безобразно. Это не безобразие еще не так давно, буквально в июне 2018 года было вполне легально. Вот, например, полуголый кгбист на рыбалке. Что? Как? Почему? Да нет же, все просто. Он, то бишь кгбист, просто не желает прятаться в кустах. Он так и объяснил это журналисту из Австрии. Хорошо, что еще не в голом виде сиронизировал в ответ на недоумение журналиста кгбист. Но если 6 лет назад кгбист не стеснялся публично продемонстрировать никакие свои обнаженные и полуобнаженные части тела, то сейчас Путин, то бишь кгбист, уже не тот. Если его раздеть и сфоткать,
то это уже никого не впечатлит. Но ежели ты никакой, то неужели и другим следует запрещать показывать то, в чем их мать родила? Оказывается, родила-то родила, но время прошло. И 72-летний Путин уже не чета 56-летнему Киркорову, не чета 42-летней Ксении Собчак и не чета даже 60-летней Лолите. Все дело в ракурсе. Короче, вождь уже не тот, и нечего тут жопами сверкать. Равняйсь, смирно, шагом, марш, раз, два, раз, два.